На новоселье на Старой площади Путин пришел с подарками, редкими старинными книгами. И как глава попечительского совета РГО в конце торжественной речи, глядя в глаза собравшимся представителям крупного бизнеса, посетовал: региональным отделениям географического общества тоже было бы неплохо получить крышу над головой. Еще совсем недавно слово «Тартария» было неизвестно подавляющему большинству жителей России. Единственные ассоциации, которые возникали при этом слове – греческий мифологический Тартар, известная поговорка «провалиться в тартарары», современная Татария и пресловутая татаро-монгольская ига. А ведь еще в XIX веке, как в России, так и в Европе, об этой загадочной стране знали очень многие. Косвенным подтверждением этому служит следующий факт. В середине XIX века европейские столицы были очарованы блистательной русской аристократкой Варварой Дмитриевной Римской-Корсаковой, красота и остроумие которой заставляли зеленеть от зависти супругу Наполеона III, императрицу Евгению. Варвару Дмитриевну в Европе называли Венерой из Тартара. Тартарию упоминали в своих произведениях и многие европейские деятели искусства, писатели и композиторы. Джакомо Пуччини, итальянский оперный композитор, опера «Принцесса Турандот». Отец главного героя Калафа Тимур, незложенный царь Тартар. Уильям Шекспир, пьеса «Макбет». Ведьмы добавляют губы Тартарина в свое снадобье. Мэри Шелли, роман «Франкенштейн». Доктор Франкенштейн преследует монстра среди диких просторов Тартарии и России. Чарльз Диккенс, роман «Большие надежды». Эстелла Хэвишем сравнивается с Тартаром, потому что она тверда и надменна и капризна до последней степени. Роберт Браунинг, поэма «Гамельнский крысолов». Дудочник упоминает Тартарию как место успешного выполнения работы. В прошлом июне в Тартарии я избавил хана от роя комаров. Джеффри Чосер, Кентерберийские рассказы. История Эсквайра рассказывает о королевском дворе Тартарии. В научных трудах прошлых столетий самая большая страна мира упоминалась вплоть до конца XVIII века, после чего была стерта фальсификаторами из мировой истории. До наших дней дошли немногие источники, где можно найти упоминания о Тартарии. Энциклопедия Британика, первое издание, том 3, Эдинбург, 1771 год, страница 887. Тартария – громадная страна в северной части Азии, граничащая с Сибирью на севере и западе, которая называется Великая Тартария. Тартары, живущие южнее Московии и Сибири, называются астраханскими, черкасскими и дагестанскими. Живущие на северо-западе от Каспийского моря называются калмыкскими тартарами, и которые занимают территорию между Сибирью и Каспийским морем. Узбекскими тартарами и монголами, которые обитают севернее Персии и Индии. И, наконец, тибетскими, живущими на северо-запад от Китая. Сведения о Великой Тартарии сохранились в шеститомной испанской энциклопедии Diccionario Geographica Universal 1795 года издания и уже в несколько измененном виде в более поздних изданиях испанских энциклопедий. Тартария также описана во французской энциклопедии под редакцией придворного географа Дюваля d'Абвиля. Название у нее длинное и звучит так: «Всемирная география, содержащая описание, карты и гербы основных стран мира».
издано в Париже в 1676 году 312 страниц с картами. Сведения об огромной стране Тартарии также содержатся в 4-м томе второго издания новой энциклопедии искусств и наук, изданной в Лондоне в 1764 году. На странице 3166 дано описание Тартарии, которое позднее полностью вошло в первое издание британской энциклопедии, выпущенной в Эдинбурге в 1771 году. Тартарию описывал также и основоположник современной хронологии, а по сути фальсификации мировой истории Дионисий Питавиус, французский кардинал, иезуит, католический богослов и историк. В своем географическом описании мира ко всемирной истории, изданной в 1659 году, он описывал Тартарию как огромную империю, несравнимую по величине ни с одной страной. Сведения о Великой Тартарии можно также найти у Николаса Сансона, французского историка и придворного картографа Людовика XIII. В 1653 году в Париже был издан его «Атлас Азии». Великая Тартария присутствует в чертежной книге Сибири Семена Ремезова. О том, что европейцы были весьма хорошо осведомлены о существовании различных Тартарий, свидетельствуют и многочисленные средневековые географические карты. Одной из первых таких карт является карта России, Московии и Тартарии, составленная английским дипломатом Энтони Дженкинсоном, который был первым полномочным послом Англии в Московии с 1557 по 1571 год. Тартария есть и в солидном всемирном атласе Меркатора Хондиуса начала XVII века. Тартария изображена на картах Абрахама Артелия, фламандского картографа, составившего первый в мире географический атлас из 53 карт большого формата с подробными пояснительными географическими текстами, который был напечатан в Антверпене 20 мая 1570 года. Атлас был назван «Зрелище шара земного» и отражал состояние географических знаний на тот момент времени. Тартария имеется и на голландской карте Азии 1595 года, и на карте 1626 года Джона Спида, английского историка и картографа, который издал первый в мире британский картографический атлас мира «Обозрение самых известных мест мира». Голландская карта Великой Тартарии, Великой Могольской империи, Японии и Китая Фредерика де Вита. Голландская карта Питера Шенка. Французская карта Азии 1692 года и карта Азии и Скифии 1697 года. Карта Тартарии Гийома де Лиля, французского астронома и картографа, члена Парижской академии наук. Он тоже издал Всемирный атлас. А вот очень любопытная карта Санкт-Петербурга начала XVIII века. Центральная часть города на этой карте обозначена как Тартарская слобода. Это лишь некоторые из сотен средневековых карт, в которых Тартария занимала подобающее ей место. Вопрос, почему ни в одном современном учебнике по истории нашей страны нельзя встретить даже упоминания о Великой Тартарии, мы рассмотрим в следующих сериях цикла. Большинству людей запрограммированные со школьной парты шаблоны мешают объективно оценить свидетельства, которые являются убийственным аргументом против ортодоксальной истории. Это тем более странно, если учесть, что эти же люди не требовали в школе от учителя доказательств того или иного утверждения. Все сказанное им принималось на веру, несмотря на многочисленные противоречия.
Вот, например, карта античной Европы, созданная в 1595 году знаменитым и признанным картографом средних веков Абрахамом Артелием. Этот картограф признан и весьма почитаем современными историками, что не позволяет им же его отрицать. На этой карте нет ни Западной, ни Восточной Римской империи, а по современной истории они должны были быть и процветать. На карте античной Европы нет Римской империи. Еще одним ценным историческим свидетельством является тот факт, что и в XVII, и в XVIII, и в XIX веках европейцы упорно продолжали изображать тартар из Тартарии со всеми признаками людей белой расы. Сейчас тартар называют татарами и относят к монголоидам. Любопытно, что современные татары считают себя потомками волжских булгар. В этой связи очень интересно посмотреть на изображение тартар в европейских источниках. Показательна в этом случае известная книга «Путешествия Марко Поло», так ее называли в Англии. В ней Марко Поло подробно описывает историю своего путешествия по Азии и 17-летнее пребывание при дворе монгольского хана Хубилая. Оставив в стороне вопрос достоверности этой книги, мы направим свое внимание на то, как европейцы изображали монголов в средние века. Как мы видим, во внешности монгольского великого хана Хубилая нет ничего монгольского. Напротив, он и его окружение выглядят вполне по-русски. А вот еще одно изображение ордынского хана с типичными признаками белой расы. Традиция изображать монголов и татар в таком странном европейском виде сохранилась и дальше. Так изображал татар и монголов французский картограф и инженер Малле, чьи рисунки были напечатаны во Франкфурте в 1719 году. А вот гравюра 1700 года, изображающая тартарскую принцессу и тартарского принца. Самый распространенный аргумент скептиков, что Тартария – это часть света, меркнет на фоне как выше приведенных карт, статей в энциклопедиях, так и, например, вот этого документа, изданного во Франции в 1719 году. Он называется так: «Историческая справка о Тартарии и генеалогическое дерево правителей Тартарии». Вряд ли в 1719 году французские исследователи стали бы перечислять генеалогию правителей географической части света. Среди европейских источников есть еще одно свидетельство – лингвистическая карта Азии 1730 года. В центре изображено письмо Тартарии с подписью «Скифо-татарская», а область от нижнего течения Оби до Лены подписана «Скифия Гиперборея». Что же получается? В официальной истории такой страны нет, а письменность у нее имеется. Причем эта письменность, несмотря на свою схожесть с арабским письмом, имеет больше общего с авестийскими письменами, на которых была написана Зент-Авеста. Эту интереснейшую тему о корнях арабской письменности мы рассмотрим в следующих сериях. Сейчас же можно предположить, что проарабская вязь была второй письменностью в Тартарии, предназначалась для орды армии и выполняла одновременно криптографическую функцию. Еще одним аргументом в пользу государственности Великой Тартарии являются ее флаг и герб, которые присутствуют во многих справочниках XVIII-XIX веков. В книге «Всемирная география», изданной в Париже в 1676 году, перед статьей о Тартарии приведено изображение совы на щите. Можно предположить, что это герб. Аналогичное изображение мы находим на иллюстрации к уже упомянутой книге Марко Поло. А если заглянуть в собрание морских флагов мира начала XVIII века,
то мы увидим не один флаг Татарии-Тартарии, а целых два. Вот еще одна голландская таблица начала XVIII века, где собраны морские флаги мира. И опять мы находим два флага Тартарии, изображения на которых легко можно разобрать. На императорском флаге, здесь он фигурирует как флаг кайзера Тартарии, изображен грифон, а на другом флаге — сова. А вот несколько таблиц с тартарскими флагами. Английская 1783 года и две таблицы XVIII века. И, наконец, таблица с императорским флагом Тартарии, изданная в 1865 году в США. Карты, энциклопедии, изображения жителей Великой Тартарии, генеалогия ее правителей, своя письменность, герб и флаг этого государства. Приведенных свидетельств вполне достаточно, чтобы разумный человек оценил масштабы фальсификации современной истории и начал интересоваться истинным прошлым наших предков.